Те, кто не первый год на рынке, наверняка слышали такую фразу «май продавай» или «продать в мае и уйти». Зародилась она на фондовом рынке в Лондоне и связана с привычкой британских аристократов, банкиров и брокеров уезжать из Лондона на лето и возвращаться к активной торговле уже осенью. Согласно статистике, фондовый рынок США действительно показывал слабые результаты в мае. Частично этот эффект мая распространился и на биткоин, у которого была серия красных месяцев подряд, за счет чего многие открывали шорты и просто уходили в отпуск. Но если отталкиваться от текущих реалий, то в мае нас ждет смена главы ФРС, что раньше всегда приводило к падению биткоина. Плюс к этому сейчас дополнительное давление оказывает война на Ближнем Востоке, поскольку пролив закрыт и нефть снова выше $100. Но вот что интересно, если мы посмотрим на динамику прошлого года, то что биткоин, что S&P 500 полностью стерли этот тезис красного мая и не просто выросли, а пробили новые исторические максимумы. Апрель безоговорочно стал лучшим месяцем, начиная с июля прошлого года. 4 недели были закрыты в плюс. И здесь вырисовывается интересный паттерн. В прошлом году произошло аналогичное движение. В марте сформировалась разворотная свеча, апрель плюс 15%, май новые хаи, за которым последовал летний рост и легендарный максимум в октябре. И тут логичный вопрос. А каким станет май 2026 года? Ведь если в 2025 году на рынок давили тарифы, то теперь это давление оказывает война и дорогая нефть. Так что сегодня в ролике вы узнаете, чего нам следует ждать в мае. Новые хаи или коррекцию биткоина ниже уровня 70 тысяч. Для этого я разберу все фундаментальные факторы, во главе которых Ближний Восток и смена политики ФРС, а также уделю особое внимание техническому анализу. Ведь как-никак цена вернула минимум апреля 2025 года, RSI восстановил долгосрочную поддержку, а индикатор MACD формирует импульс на рост. И что самое главное, отвечу на вопрос, стоит ли продавать в мае и уходить. Прямо сейчас поставьте видео лайк, чтобы новых роликов было больше и выходили они чаще. А также пишите комментарий с вашим прогнозом на май. Бонус $10 за комментарий под прошлым видео забирает этот зритель. Всем приятного просмотра, с вами Влад, мы начинаем. Итак, апрель подходит к концу, движение на Ближнем Востоке прекратилось, никто, слава богу, не стреляет, но при этом и никаких телодвижений в сторону новых переговоров тоже нет, из-за чего пролив до сих пор закрыт и растет нефть. Также под конец месяца произошло новое покушение на Трампа, и, кстати, об этом всем я писал у себя в Telegram, потому что там я делюсь только важной и интересной информацией. И, например, пока вы смотрите это видео, возможно, уже идет последняя пресс-конференция Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. Думаю, ему точно есть что сказать, и рынки на это отреагируют, поэтому чтобы получить важные тезисы и понимать их влияние на рынок, ссылка есть в описании. Из последних новостей Иран выступил с новым мирным предложением, которое передал через Пакистан и оманских посредников. Суть инициативы в том, чтобы сначала завершить войну и снять американскую блокаду с иранских портов, а в ответ Иран открывает Ормузский пролив для прохода танкеров. При этом вопрос об иранской ядерной программе Тегеран предлагает отложить на потом и обсуждать отдельно, после нормализации обстановки. Глава МИД Ирана в выходные лично обсуждал данный план в Исламабаде, Маскате и Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным, заявив, что США не добились в этой войне ровным счетом ничего, и теперь ищут переговоры с позиции слабости. Реакция Белого дома оказалась очень сдержанной и скорее негативной. Трамп 28 апреля провел экстренное совещание с советниками по национальной безопасности и прямо сказал, что не доверяет иранским предложениям. Американская позиция остается жесткой. Никаких потом, вопрос ядерной программы должен решаться здесь и сейчас, а Иран должен прекратить обогащение урана до подписания любого перемирия. Госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News назвал иранский план просто попыткой выиграть время, пригрозив, что если Тегеран не согласится на полный контроль за ядерной программой, то бомбардировки возобновятся. Вы верите, что иранцы всерьез настроены на сделку? Я думаю, иранцы действительно хотят выбраться из той ситуации, в которой оказались. Все проблемы Ирана остались. Несколько месяцев назад у них были экономические бунты. Проблемы, которые были у Ирана до конфликта, никуда не делись, а большинство только усугубились. И теперь у них половина ракет, ни одного завода и нет флота. Но что же мы имеем по итогу? Переговоры зашли в тупик, Иран предлагает мир и разблокировку пролива в обмен на снятие блокады, откладывая ядерный спор в долгий ящик. США настаивают на обратном. Сначала полное ядерное разоружение, потом все остальное. Цены на нефть растут, и мировые державы замерли в ожидании следующего шага Трампа. Готовится ли ответ на американский план или последуют новые удары? Станет ясно в ближайшие дни, а пока ситуация все же остается напряженной. И ни одна из сторон не готова уступать первой. В начале апреля я ожидал, что до конца месяца данный вопрос должен быть решен, но история затянулась. Но что самое главное, эскалации пока нет, и это хорошо. Если Иран не согласится пойти хоть на какие-то уступки, то пауза может тянуться еще несколько недель. Поэтому нефть будет торговаться выше
$100, и получается, что в данной ситуации слово за Трампом. Если же говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые окажут влияние на рынки в мае, это 100% смена руководства ФРС. И вот что интересно, во второй половине мая Кевин Уорш должен заменить Пауэлла на посту главы ФРС. Это плановая смена руководства, которая происходит раз в 4 года. Но обратите внимание на тайминг. Если посмотреть на историю, то назначение нового главы ФРС часто совпадает с медвежьей фазой 4-летнего цикла биткоина. При этом есть закономерность. Каждый последний год работы действующего главы ФРС, как правило, приходится на бычий рынок и обновление исторического максимума. С учетом этих данных можно ожидать, что после смены руководства, которая пройдет в мае, рынок может пройти через период консолидации и снижения. Но в долгосрочной перспективе цикличность указывает на возможный рост в будущем. Здесь, конечно же, вопрос спорный, потому что, как таковой, 4-летний цикл биткоина мертв после того, как на рынке появились ETF. И это мы наглядно видим на вот этом графике. Поэтому здесь все будет зависеть не от цикличности движения, а именно от самой политики ФРС. Ведь, как ожидается, она должна полностью измениться. Трамп, как мы знаем, ждет от Уорша быстрого снижения ставок. Но есть 3 больших «но». Первое – инфляция. Из-за войны с Ираном цены на нефть подскочили. И общая инфляция в марте поднялась до уровня 3,3%. В такой ситуации резать ставки себе дороже. Второе – сам Уорш. На слушаниях он заявил, что у ФРС есть короткое окно. Это не звучит как намек на быстрое снижение. Плюс он хочет сокращать баланс ФРС, а это изъятие ликвидности из рынка. Третье, он не один. Конечно же, в ФРС действует 12 голосующих, и большинство сейчас не готовы к смягчению. Поэтому, чтобы сменить курс, ему реально потребуется доказать, что политика должна двигаться в другую сторону. И скорее всего, таким образом ставки останутся на месте еще минимум до осени. В мае заседания ФРС не будет, потом, по идее, Уорш проведет первую пресс-конференцию в июне, и за это время он может подготовить почву для возможного снижения в сентябре, октябре и декабре. Тогда уже станет четко понятно, как на инфляцию повлиял рост нефти и можно ли спокойно снижать ставки по схеме Уорша, о которой я говорил вот в этом видео. Само собой, приоритет на 2 снижения по 0,5% или 3 по 0,25. Но что самое главное, риторика будет закладываться еще до самого решения ФРС. Аналогично как в прошлом году, когда рынок пугали тарифами Трампа, которых он накладывал на всех. Тем не менее, это не помешало биткоину пробить новые максимумы даже во время локального скачка нефти. И сейчас перед снижением ставок мы видим что-то похожее. Таким образом, в мае мы потенциально начнем выше области 72 тысячи с продолжением формирования восходящего движения, где ключевым уровнем на сегодняшний день выступает 80 тысяч. Но перед началом месяца я бы не зацикливался на одном биткоине, потому что сейчас есть возможность торговать абсолютно на всем. А в нашей подписке Coin22 Pro мы помогаем собрать все эти активы в одну систему, чтобы максимизировать ваш профит и упростить торговлю сложными инструментами. Таким образом мы зарабатываем на росте нефти, на движении крипты, как, например, на росте Monero, а также на волатильности акций. Недавно это был лонг по Apple. Самое главное, Pro — это не просто канал с сигналами, это полноценный сервис, где вы получаете обучение, сопровождение и поддержку 24/7. Индивидуально под ваш депозит будет подобрана стратегия для торговли и портфель. Сейчас мы уже подготавливаем пошаговый план торговли на май с учетом предстоящих событий, поэтому все, кто желает сделать май прибыльным месяцем, просто переходите по ссылке в описании, напишите нам и зарабатывайте вместе с подпиской Coin22 Pro. Также, друзья, в мае заканчивается дедлайн по закону Clarity Act. Сенатор Берни Морено на мероприятии в Вашингтоне 22 апреля заявил прямо: закон должен пройти Конгресс до конца мая. Если не успеют, все, могут заморозить на годы, потому что дальше выборы и политикам будет не до крипты. По данным Galaxy Research, шансы на принятие в 2026 году сейчас оцениваются 50/50, и ключевой момент — это именно май. Сенатор Синтия Ламис на конференции Bitcoin 2026 подтвердила, что рассмотрение в Сенате запланировано именно на май. Если его примут, то США наконец-то получат полноценную структуру для регулирования крипты. Лично я считаю, что шансы на одобрение высокие, ведь наоборот в ноябре промежуточные выборы, и Трамп будет продвигать любые законы, которые способны принести хоть какие-то голоса для республиканцев. Понятно, что это окажет меньшее влияние, чем, допустим, открытие пролива и падение нефти, но тем не менее это все равно хорошее событие для крипторынка. Если перейти к биткоину, то он закрыл в плюс 4 недели подряд, впервые с апреля 2025 года. И это уже не просто случайный отскок, а первый серьезный сигнал, что рынок пытается развернуться. По технике картина тоже стала лучше. Недельный MACD развернулся в бычью сторону. Цена восстановилась после апрельских минимальных уровней прошлого года, и RSI вернул долгосрочную линию поддержки. То есть по графику мы видим формирование разворота. Теперь главный уровень для биткоина — это 80 тысяч. Если биткоин уверенно пробивает его и закрепляется выше уровня 80 тысяч, то для меня это будет подтверждением разворота. Но если биткоин снова откатывается от этого уровня вниз, тогда ближайшая зона поддержки примерно 74 тысячи. И здесь важно понимать, на этой неделе рынок будет двигаться не только по графику,
Впереди сразу несколько событий, которые могут сильно повлиять на биткоин. Во-первых, косвенные переговоры США и Ирана, заседания ФРС и отчеты компаний, а также данные PMI. Несмотря на рост нефти, макроэкономическая картина сейчас начинает складываться в пользу крипты. Индекс Russell 2000 растет, ASM держится выше уровня 52 уже 3 месяца подряд, в США денежная масса М2 вышла на новые максимальные уровни, ФРС снова добавляет ликвидность в систему, и плюс в ближайшие недели рынок может начать закладывать смену политики ФРС. И теперь биткоину нужно главное – пробить уровень 80 тысяч на фоне растущей премии Coinbase. Потому что если американский спрос реально усиливается, тогда мы можем увидеть уже не просто локальный отскок биткоина, а более широкое восстановление всего крипторынка. Напомню, что с февральского дна ниже уровня 60 тысяч биткоин отскочил уже больше, чем на 28%. И сейчас есть сразу три группы сигналов – технические, по ликвидности и ончейн данные, которые говорят, что восстановление может продолжиться. И давайте их пошагово разберем. Первый – это теханализ. С начала апреля биткоин торгуется в четко выраженном восходящем канале. Цена стабильно ходит между линиями поддержки и сопротивления. Каждый раз, когда биткоин касался нижней границы канала, следовали отскоки на 8-10%, и цена возвращалась к верхней линии тренда или даже за нее. Сейчас мы как раз находимся у нижней зоны поддержки. Данный уровень совпадает с двумя важными скользящими средними на 4-часовом графике, а именно 20-й, а также 50-й экспоненциальный средний. В восходящих трендах это ключевые уровни динамической поддержки. Если отскок от этого диапазона усилится, то следующая цель – это верхняя граница канала, выше уровня 82 тысячи. Это примерно плюс 7%. Там же находится уровень коррекции Фибоначчи 1,6. Но противоположный сценарий – это пробой нижней границы канала. В этом случае следующая поддержка биткоина – это уровень 73600. Это уровень Фибоначчи 0,7 и 200-я скользящая средняя. Второй фактор – ликвидность и стейблкоины. И вот здесь данные очень интересные. По информации CryptoQuant в марте и апреле на биржу Binance поступило почти 6 миллиардов долларов в стейблкоинах. Из них 3,5 миллиарда это только за апрель. Чтобы вы понимали, до этого был чистый отток 7,6 миллиардов. Сейчас тренд развернулся. Стейблкоины на биржах – это капитал, который готов покупать. Трейдеры не держат его просто так. Они выводят фиат или стейблкоины на биржу, когда собираются покупать. То есть, несмотря на всю геополитику, высокие цены на нефть, ликвидность постепенно возвращается. И это реально важный сигнал. Третий фактор – ончейн метрика, а именно MVRV. Говоря простым языком, MVRV показывает, насколько текущая цена биткоина отклонилась от средней себестоимости всех монет в сети, которые держат инвесторы. После последнего отскока биткоин поднялся обратно выше так называемой полосы MVRV минус 0,5 стандартных отклонений. Это зеленая линия на уровне примерно 72 750. В прошлых циклах, включая медвежьи рынки 2014 и 2018 годов, когда цена возвращалась выше этой зеленой полосы и закреплялась там как на поддержке, следом приходил рост к средней желтой полосе. Если история повторится, то следующая цель находится выше уровня 94 тысячи. Но здесь есть важный нюанс. Это не сигнал начала нового бычьего рынка. Это сигнал, что есть потенциал для роста, который компенсирует предыдущие просадки. Также интересный анализ выложил ончейн-аналитик Вилли Ву. По его словам, биткоин все еще формирует дно, и ключевая поддержка находится на уровне 65 тысяч. Но для того, чтобы восстановление переросло в устойчивый разворот тренда, биткоину нужно пробить уровень 79 тысяч. Это себестоимость недавних инвесторов, тех, кто заходил в рынок в последние недели. Вилли Ву говорит, что следующие 6 недель будут определяющими, и сможет ли биткоин пробить данный уровень с первой попытки, он оценивает вероятность примерно в 30%. Но что же по итогу? А по итогу три сигнала сходятся в одну точку. Торговый канал дает четкие уровни, приток стейблкоинов показывает, что деньги возвращаются на бирже, и ончейн метрика MVRV указывает на цель выше уровня 90 тысяч в случае закрепления. И получается, как мы уже разобрали, ключевой уровень здесь это 80 тысяч. В случае быстрого пробоя разворот пойдет совсем другой, но если нет, будем дальше консолидироваться внутри канала. И ближайшие недели будут очень показательными. В прошлом видео я говорил, что буду шортить биткоин на локальной просадке до вот этой области. И как мы видим, он пошел тестировать медиальную линию канала, потому что нефть росла и никаких хороших новостей с Ближнего Востока не было. Но самое главное, стоит ли продавать в мае, открывать шорты и уходить в отпуск до осени. Эта история пришла из традиционного фондового рынка. Смысл простой. С мая по октябрь рынок якобы стоит на месте или падает, а с ноября по апрель растет. Данные с 1950 года по 2013 показывали, что Dow Jones в летние месяцы прибавлял в среднем жалкие 0,3%, тогда как в зимние все 7,5%. Теория, конечно, красивая, но работает ли она с биткоином? Спойлер, нет. Биткоин живет совсем по другим правилам. Я смотрел статистику. В 2025 году, например, биткоин в мае спокойно вырос на 11%, а в некоторые годы наоборот падал. Там нет закономерности «пришел май, беги продавай». Более того, если копнуть глубже, то у биткоина свои сезонные сюрпризы.
шестой месяц июнь в среднем показывает небольшой минус. Август вообще самый грустный месяц, ведь средняя доходность около минус 7,5%, так что если уж и бояться, то скорее летней жары, а не конкретно первого дня мая. Да, биткоин это не фондовый рынок, и на него влияют вещи, которые перекрывают любые календарные примеры. Первое это смена власти ФРС. Уже 15 мая, судя по всему, кресло главы займет Кевин Вош. Как мы разобрали, это очень важно, потому что он сменит политику ФРС, и в принципе он поддерживает крипторынок. Второе это закон Clarity Act, его судьба решается прямо сейчас. Если примут, то США наконец-то получат понятное регулирование. Третье геополитика и инфляция. Нефть торгуется выше уровня $100 из-за Ближнего Востока, и инфляция остается липкой. И пока ФРС не начнет снижать ставки и говорить о каком-то стабильном росте рискованных активов, пока сложновато. Так что же делать в мае? Продавать или держать? Вот мое мнение. Опираясь на поговорку «май продавай», это все равно, что пытаться угадать погоду. Да, может получиться, но не факт. Май будет определяться не календарем, а датами и событиями, которые мы сегодня разобрали. Короткая стратегия продать и уйти в кэш может сработать, если вы трейдер и ловите каждое движение. Но если вы смотрите на горизонт хотя бы полгода, то помните, что каждый предыдущий цикл биткоина заканчивался обновлением нового исторического максимума в последний год работы главы ФРС. И сейчас с приходом Воша у нас есть все шансы, чтобы история повторилась. Так что решение в любом случае за вами, но лично я в мае этого года продавать не буду. В целом я ожидаю, что май может стать месяцем закрепления, чтобы рынок переварил все данные, инфляцию, Ближний Восток, фонды оценили обстановку и риторику Воша. Таким образом в мае мы потенциально можем закрепиться выше уровня 80 тысяч. Да, скорее всего это будет после потенциального отката в этот диапазон, но чтобы продавать и уходить я бы не стал. В любом случае пишите, что вы думаете насчет мая, пишите ваши прогнозы и проверьте подписку на Telegram. Сегодня там будут тезисы Пауэлла и скоро выложу календарь событий на май. Так что всем удачи, желаю зеленого мая, до скорых встреч.